Стан комбо за Макото является очень важной частью ее геймплана. Просто выполнив его один раз, вы сможете забрать раунд, если не целый матч. При этом его можно выполнить на большинстве кастов. Но с некоторыми исключениями, о них позже. Для начала давайте посмотрим на его классический вариант. Выполнить его достаточно просто, если понимать, что делать. Просмотрим клип в замедленном действии. В этом комбо главное вводить все быстро, поэтому советую буферить каждый ваш инпут. Например, выполнять DP инпут прямо во время дэша, а уже после его завершения либо его заканчивать, либо просто нажимать кнопку. Дело в том, что дэш Макото настолько далеко продвигает ее вперед, что оппонент, летящий после супера, оказывается у нее за спиной, поэтому приходится вводить его в другую сторону. Это так называемая кара Фукияги. Кара — это передача кадров другому приему. Здесь мы передаем кадры тяжелого как Фукияги, чтобы Макото немного продвинулась назад. Чтобы успешно выполнить кару Фукияги, вы должны нажать Heavy Kick и сразу же через кадр Medium Punch. Звучит непросто, но на деле не так уж сложно. Благодаря тому, что Макото продвигается назад, противник падает ровно на второй DP. Если вы попробуете сделать комбо без кары, то уже второй DP не попадет к сопернику. Если все выполнено правильно, Макото будет бить точно в нижний угол хитбокса оппонента. После кары Фукияги вы не можете выполнить дэш сразу, нужно подождать примерно полсекунды, что можно видеть на демонстрационной фотографии. Если вы его дропнули, но каким-то чудом смогли попасть в DP, то выполните дэш в Light Punch для ресета. Я сортировал их по сложности от самого сложного к самому легкому. В случае с Дадли он просто не ставится, его полоска стана большая даже для Макото. Хью, Алекс и Кью настолько большие, что вы попадете в них даже без кары. Главное не выполнять DP сразу. С Шунли все немного сложнее. Обычная стан комбо на ней не работает, однако вы можете сделать 98% комбо после заблокированного супера, что полностью ее застанет. Урина можно застанить, но его количество хп настолько большое, что убить его полностью невозможно. Вы можете сделать это, если стартер комбо будет немного изменен. Станбары Реми и Акумы настолько маленькие, что здесь вам даже не нужно вводить 2 DP. Все, что вы делаете после супера, это дэш, DP и 2 хэвики. Это видео будет писаться без сценария, поэтому здесь будет гораздо больше воды, скорее всего, но оно является некоторым дополнением для видео, которое я уже сделал. Это Stun Combo Guide, который вышел, по-моему, полгода назад или что-то вроде того. Поэтому здесь я буду упоминать только то,
о чем мне хотелось бы сказать, но я по каким-то причинам это просто не сделал в том видео. Собственно, зачем я его вообще пишу? Дело в том, что я пропустил, ну, какую-то определенную часть информации мимо. И сегодня бы хотелось закрыть этот пробел. Первое, что я не упомянул в том видео, это некоторые, как его называют, last cancel. Что это значит? У Макото есть этот normal. И этот normal, он special cancelится на Wi-Fi. То есть мы можем сделать так. Это очень важная часть геймплана, поэтому я, в принципе, и начал это писать, потому что мы можем вифнуть прямо перед лицом у них эту нормал и сделать что-то. Ну и, собственно, это, в принципе, не все. Дело в том, что в игре есть два персонажа, и один из них у вас на экране, которых можно так закомбить. Что я под этим имею в виду? Мы можем спешл канцелить ДП, если у меня... как можно видеть, меня продвигает так вперед достаточно неплохо, да? Поэтому эта комба в принципе работает. Работает это против очень длинных таких персонажей, у которых очень странные шортбоксы, скажем так. Ну и, собственно, это Ку и Елена. Елену так можно застанить целиком, полностью. Ку можно тоже застанить, но с определенного стартера. И этот стартер тоже причина, по которой я, в принципе, это видео начал записывать. Но сейчас мы просто рассмотрим, как эта комба работает. Я надеюсь, что я смогу ее нормально сделать. Вот. Всего лишь 1/10 попыток или типа того. Вот. Собственно говоря, эта комба работает по Ку и по Елене. Недавно я узнал про такую штуку. Интересно. Сейчас я вам хочу ее показать. Дело в том, что в принципе на бумаге мы можем застанить любого шотса, по идее. Любого шота, ну то есть любого чара, у которого станбар как у шотса. Ну или чуть-чуть побольше, может быть. При этом мы не будем делать дабл фукяки комбо. Мы будем делать, ну, обычное, которое мы делали против Акумы. Но стартер у него очень специфичный. И этот стартер Nitro Jump Heavy Punch. Поэтому с этого стартера нам не нужно делать 2 ДП. Все. Проблема, собственно, основная этого стартера в том, что несмотря на то, что он упрощает нам, казалось бы, работу, вы не можете просто взять и сделать его. Нам нужно использовать очень специфичные паниши. Ну, наконец-то. Ну и все. Там уже все как обычно. Вот. Да, это на самом-то деле гораздо проще. Однако выйти на такой стартер достаточно проблематично, потому что если мы сделаем все то же самое в мидскрине, происходит вот это. Хорошо. Но что насчет Ку? Да? Если мы сейчас знание вот этого применим к Ку, которого в принципе застанить невозможно, как я говорил, да? В своем прошлом видео. Если мы применим это знание к Ку. Сразу говорю, с 1 так не понятно. Там просто фреймов не хватает. А вот с 2 мы можем запанишить таким образом с любого расстояния. Все. Ку встанем.
Исходя из тех же самых соображений, мы можем попробовать застанить Хуга, но на самом деле я не уверен, что это получится. Однако, кто нам мешает попробовать, правильно? Хуга тоже застанем, что интересно, правильно? Так, ну хорошо. Теперь мы можем застанить Хуга и застанить Ку, да? Однако, какие паниши мы можем применять для Хуга? Вот это уже более интересный вопрос. Ну, вот такая ситуация в матче, плюс-минус действительно может произойти. Однако, ну, с один понятно, да, у него огромное количество recovery фреймов. А вот что насчет С3? Давайте посмотрим. Ну, С3 тоже можно упасть. Также в своем прошлом видео я допустил ошибку, сказав, что Ибуки можно застанить 98% комбой с Крабстартера, когда это неправда, на самом деле. Скорее всего, я просто ее где-то дропнул, но она работает так же, как и на других персонажах. То есть стан с этого стартера доходит до 62, и все. Ну как тогда застанет Ибуки, если у нас не работает 98% комбо и полностью ее не станет? В общем-то, все еще есть решение, и оно сложнее, чем обычное стан-комбо. Но на самом деле не настолько сложное, как стан-комбо по Чун-Ли, например. Собственно, его основная идея заключается в том, что нам нужно делать не медиум Карфукияги, а лайт Карфукияги. И казалось бы, подумаешь, да, один нормал там меняем, но на самом-то деле, если мы посмотрим на раскладку стика или хитбокса условного, да, то мы можем видеть то что Light Punch немного далеко, да, и чтобы быстро это нажимать, могут возникать некоторые проблемы, как у меня. В принципе, все еще реально, поэтому мы попробуем это сделать. Не думаю, что это прям супер трудно, конечно, но тем не менее. Вот так эта комба и работает. Как можно видеть, я сделал вместо обычного Light DP Кара Light DP, да? Не особо трудно, конечно, но нужно привыкнуть. И если вы уже умеете делать обычное стан-комбо, то в принципе это не трудно. Просто нужно, немножко адаптироваться, разумеется. И подводя итог, можно сказать то, что мы в принципе умеем станить уже всех персонажей в игре. Буквально всех. Единственный, наверное, персонаж, которого застанить вообще нельзя никаким образом, это Ора. Ну, что называется, не отходя от кассы, хотелось бы сразу проверить, можем ли мы панишить со 2 Алекса. Давайте попробуем. Ну, как так, например. Как выяснилось, по некро, в принципе, не обязательно делать кару вообще. То есть вы все еще можете сделать даблфукики комбо и застанить его, не используя кару.
таким вот образом. Единственное, что вы все еще можете использовать кару, просто это не обязательно и требует от вас еще одного слоя скилла, который, возможно, у вас не имеется пока что. Собственно, заканчивая это видео, я бы хотел сказать то, что большую часть времени я пытался сделать станком по Чун-Ли самостоятельно, да. Я пытался его делать около недели и ни разу не попал, поэтому, да. А так бы оно, наверное, вышло достаточно быстро, но, видимо, не судьба. Но сейчас у меня в планах, наверное, объединить то видео и это. Я пока что не знаю, как я поступлю, поэтому, если я его объединил, то вы сейчас смотрите это все одним большим куском таким, да. Вот. Качество и продакшн которых немножечко отличаются, да, потому что там у меня сценарий был, а здесь я просто балаболю, можно сказать, да, и пытаюсь найти вещи на ходу, не проверяя сильно что-то прям. Вот. И в целом, я считаю, работа была проделана достаточно хорошая, потому что, ну, во-первых, теперь наш тир-лист по тому, кого мы можем застанить, выглядит не так, как он выглядел до этого, а вот так. Что, в принципе, уже наводит на мысли, да. И в целом, я делаю все это, потому что я люблю эту игру по-настоящему, да. И призываю всех полюбить First Strike. Всем хорошего.